И всем привет, с вами Странная Женщина, и добро пожаловать на канал. Наконец-то Готы, 17 серия, и без лишних слов, я думаю, что все, что я хотела рассказать, я уже рассказала в видео, которые были до Готов, поэтому, да, приступим. Собственно, мы с вами в Сан-Мишуно. Мы в Сан-Мишуно вместе с Беллой. И вы только посмотрите, какой вид у нее из окна. Но не переживайте, она не переехала, ничего такого. Мы сейчас в гостях. Как я вам говорила, у нас намечается свадьба Изи и Диего. И также Майкл и Дина переехали у нас в Сан-Мишуно. И была бы очень плохим другом, если бы пропустила свадьбу своего лучшего друга. Тавтология. Или как это называется. Ну, в общем, я думаю, вы понимаете. И как раз, так как Дина и Майкл у нас живут в Сан-Мишуно, Белла у нас приехала к ним погостить. И я думаю, вы помните, что Белла и Мортимер начали ходить на психотерапию совместную. И также Белла ходит одна на нее, потому что, в принципе, у нее есть такие проблемы, которые желательно бы решить ей самой, без Мортимера, потому что это тоже как бы влияет на ее жизнь. Вот в такой вот гостевой комнате она остановилась у Майкла и Дины. Тут она, в принципе... Так, Майкл уже отправляется на работу, Дина... Я думаю, Дина тоже отправится на работу. 56 минут ей осталось. Так, сейчас там все уйдут на работу, и Белла, в принципе, останется дома одна, предоставлена сама себе. В принципе, Майкл, ее брат, сказал ей чувствовать себя здесь как дома, и, в принципе, особо ничего не стесняться. Ну, давайте... Во-первых, отправим Беллу, знаете что, что-нибудь приготовить на завтрак, да и вообще. А ты успеваешь съесть? О, кстати, тут фруктовый салат. Интересно, кто его сделал, не знаю. Иди сюда. Подождите, у вас тут есть еда? Я думала, что вы, кстати, голодом ходите, а у вас... у вас все прекрасно, еда, в принципе, есть. Так что возьми остатки, Белла. Вот. Я почему-то забыла, что Дина, кажется, вызывала кейтеринг. Ой, кейтеринг. Какой кейтеринг? В общем, Дина, по-моему, вызывала на дом повара. Вот, потому что сама она, не готовит. Она, скажем так, девушка такая занятая. Она, кстати, работает у нас, стала в соцсетях. Да, не надо болтать с Беллой, а то ты опоздаешь. Я думаю, она скажет: сори, извини, опаздываю на работу. Вот. Майкл с Диной были очень даже не против, чтобы Белла погостила у них пару дней. Свадьба Изи и Диего у нас состоится в четверг, то есть через день. И как раз вот Белла немножко развеется и займется своими делами, и здесь немножко так поможет чем-нибудь. Хотя чем тут помогать, я не знаю. Давайте приготовим кофе. Она немножко не хватает ей общения. Вот, собственно, вот такая вот квартирка у них. Здесь на балконе еще ребята ничего не сделали, потому что, холодно пока, непонятно, что делать. Здесь у нас есть вот такой вот очень милый уголок со свадьбы. Всякие разные фотографии, есть даже очень веселые фотографии. Вот, мне, в принципе, нравится, как эта стенка сделана. И еще вот здесь, по-моему, фотография. Да, это практически такая же. Собственно, я думаю, что Белла сегодня немножко прогуляется по городу. Может быть, если Дина вернется с работы пораньше, то мы как-то вместе это сделаем. И, конечно же, у Беллы на сегодня назначена встреча с психотерапевтом, с Раджем, если вы помните. Вот. И она старается проработать все свои проблемы, которые у нее есть, которые мешают ей жить и общаться со своим мужем и детьми так, как ей хотелось бы.
Вот, ну пока вот так вот. У нас наступила зима, как ни странно, в сохранении. Вот, и смотрите, какое здесь милое место. Там лавочки, деревце, ну вот так вот. Я думаю, что Белла могла бы пройтись немножко. Давай куда-нибудь сходим. Ну, я думаю, что сначала мы переоденемся. Пройтись, попить кофе, так подумать о своем, посмотреть здесь, что вообще тут за райончик. Вот, немножко оглядеться. Я думаю, вы видели, что Белла чуть-чуть переоделась. Чувствует себя она довольно уверенно, но как бы уверенность это такое. Никто не отменял. Я бы хотела, кстати, чтобы Белла, боже, выпила кофе, но здесь ничего такого нету. Ну, она хочет просто поболтать с кем-то. Ладно, пускай болтает с Гарри. Почему нет? Можно посмотреть выступление. Давайте посмотрим выступление. Вот. Белла в последнее время понимает, что у нее большие проблемы с отношениями с Мортимером. И очень многое... Так, что мне игра орет. Надеюсь, вам не сильно будет игра орать. Вот. И, конечно, ее вся эта ситуация не очень устраивает. Она понимает, что она виновата в ситуации с рестораном, в ситуации со своими детьми, вообще с отношениями с Мортимером. Еще не забывайте, что у нее была небольшая интрижка с Доном Лотарио, который как бы никто не знает. И ей, конечно, очень тяжело это все в себе держать, потому что, ну, как я говорила, Белла очень рано забеременела, и то, что у нее так рано появился ребенок, очень сильно сказалось на ней. В принципе, там еще вампиры у меня бегают. Вот. Это все-таки как-никак сказалось на ней. Не думаю, что в лучшую сторону. Блядь, Лилит. Можно было не палиться, что ты как бы у нас тут вампир. Вот, и ей, конечно, за это стыдно, но я не могу сказать, что Белла какой-то очень серьезный персонаж в моей династии. Она довольно инфантильная. Я бы не сказала, что она глупая, ну просто она очень такая доверчивая, немножко инфантильная. Какой красивый Сим сзади стоит. Вот, но мне она нравится, я люблю этого персонажа всей душой. Вот. И поэтому что происходит? Почему люди ходят голые Симы здесь? Вот. И я надеюсь, что она все свои проблемы преодолеет. Она так и рвется, никак не успокоится. Ей хочется с кем-нибудь пообщаться. Тут кофе. Так, я смотрю, и не купить негде, поэтому давайте... Где-то было метро, по-моему, что-то какой-то вход на метро или что-то такое, да? Да. Ну ладно, давайте, в общем, Белли, кстати, скоро на терапию к Раджу. Иди сюда. Вот, ей уже пора отправляться. Я думаю, что кофе она попьет как раз. Вот, собственно, мы и прибыли к нашему психотерапевту, к Раджу. Вновь мы у него в кабинете, он решил подсесть к нам. Ну, ладно, пускай так. Это такой Симс, не могу их никак рассадить так, как мне нужно. В общем, я думаю, что в этот раз они немножко обсудят то, что Белли нужно брать больше ответственности за свои поступки, за ее детей, потому что дети в ней нуждаются очень сильно, особенно маленький Александр и Кассандра. И, ну, скажем так, Кассандре, возможно, тоже требовалась бы помощь
вообще, в принципе, помощь, потому что она уже ребенок взрослый, осознанный, ну как взрослый, осознанный, она уже молодая, она уже, кстати, в той же возрастной категории, что и Белла. Куда ты собралась? Собственно, Кассандра сейчас в той же возрастной категории, что и Белла, и сейчас перед ней открывается вся жизнь, и ей бы лучше все детские обиды, связанные с Беллой, конечно же, закрыть, и тоже, что... Ну так вот. Ну, собственно, с Кассандрой как бы все понятно, а вот с Беллой многое нужно им обсудить. Куда вы пошли? Вот. И также они обсудят, а, как Белли нужно справляться с собственными делами, стоит ли ей продолжать заниматься благотворительностью, отпустить эту весь момент с рестораном, с тем, что она его просрала, и вообще как-то типа вообще понять, чего она хочет от жизни, потому что еще раз, она забеременела очень рано, и ей пришлось делать такой выбор, быть, скажем так, просто богатой, красивой женой, заниматься детьми, и только потом ей перепала возможность заниматься рестораном. И она не знала, что она будет с ним делать, и так как с ним она облажалась, она теперь боится вообще что-то начинать. И, в общем, я думаю, что все такое подобное они обсуждают. И вообще, Белли было довольно полезно выбраться в Сан-Мишуна одной, без семьи, без Мортимера, и немножко развеяться как раз перед свадьбой ребят. Но что касается Дона Лотарио, не думаю, что Белла рассказала это своему психотерапевту. Вот. Так что, в принципе, я думаю, что Ранж видит, что Белла что-то не договаривает, что в ней какое-то чувство вины есть, но она не говорит до конца, в чем дело, и он этого не может понять. Вот, в принципе, закончен у нас сеанс на сегодня. Вот, я думаю, что Белла может идти сюда и идти заниматься своими делами. Радж пошел в гостевой туалет, да? Да, у них только... ну ладно, чё, ты, в принципе, сходишь, если что, на улице. Давайте переоденемся, сменим одежду нашу, переоденемся. И, кстати, да. Переодевайся. Переодевайся, и мы уже пойдем. Нам уже пора как бы домой, время 5 часов. Пока еще доедем. Ну, я думаю, что Белла поедет на такси. Вот, в принципе, ей нравится Сан-Мишуна, знаете, атмосфера большого города. И я думаю, что она бы хотела, наверное, жить в Сан-Мишуна. Так, это не наши дети. Опять же, вот, я думаю, что она хотела бы жить в подобном городе. Ей очень нравится квартира Майкла и Дины, но... О, Фестер Адамс тут... да, бляха-муха. Но как-то вот... Подождите, а где все ларьки? Я не поняла, где все ларьки? Я думала, мы сможем выпить кофе. Здесь вообще бар. Ну тут ресторан у нас есть. Можно было бы, конечно, сходить в ресторан, но уже поздновато. Честно говоря, не думаю, что было бы пошла в ресторан. Давайте тогда вернемся домой, приготовим ужин нашему брату с его невестой. Белла, в принципе, у нас любит готовить. И у нее, кстати, кулинария на... Спасибо. Кулинария на 7 уровне. Я думаю, что она готовит вообще офигенно. Давайте вернемся, наверное, домой. Так, я думаю, что Белла сходит в туалет, и потом давайте приготовим какой-нибудь классный ужин. Приготовим изысканное блюдо. Давайте какое-нибудь что-нибудь классное, что у ребят нету. В принципе, по-моему, вегетарианцев у нас нету. Давайте посмотрим. Дина у нас не вегетарианка, я надеюсь. Нет, а Майкл? Нет, Майкл тоже не вегетарианец. Ну, давайте. Что? Нравится фитнес? В принципе, да. Почему бы и нет. Давайте приготовим изысканное блюдо, какое-нибудь интересное, чтобы они все вместе поужинали. Вот, лосось с пряными травами, я думаю, будет идеально. Вот. И посмотрим, что там у Дины с Майклом.
Нина хочет знать. Нет. Давай позвоним сестре нашей, поболтаем. Поболтайте. А Майкл что? Что-то как-то Майкл расстроился. Не нравится что-то с телом у него. Ну, блин. Пойдемте отправим его. Ну, типа, якобы пусть он как будто умылся. Немножко, может, придет в себя. Ты уже поболтала со своей сестрой? Пойдем поболтаем с Беллой. Кстати, Дина последнее время, как Белла пока что гостит у них, она старается максимально как-то проявлять дружелюбие к ней, вообще спрашивать, как дела, как семья, все тому подобное. Ну, просто старается... может, ты присоединишься к готовке, поможешь и скажешь, ты знаешь, я вот не умею готовить, может быть, получить повышение она хочет. Ну, чисто так, знаете, просто под разговор. Если, кстати, тебе будет где готовить, Дина, потому что я что-то даже не знаю. Ну ладно, тогда просто поболтайте. Просто оботрите. Белла продолжит готовить. Белла, я сказала, продолжит готовить. Продолжит готовить. И это они все вместе просто пообщаются, поспрашивают, как прошел день, как что, чё, как. Поделись мудростью с Майклом. Не знаю, какая мудрость от Дины, никто от нее такого не ожидает, хотя Майкл очень в Дину верит, он ее очень любит. Вот, о боже, Белла. Белла, это нехорошо, надо будет потом прибраться. Кстати, к вам не приходит уборщица? Ну, в принципе, я не думаю, что они такая пара, которые постоянно что-то готовят дома. Поэтому, собственно, и уборщица им как-то сильно и не нужна. Потому что дома не то, чтобы они сильно готовили. Вообще, как у вас отношения? Подруга. Ну, неплохо. В принципе. Кстати, а что у нас было, думает про Дину? Давайте посмотрим. Ничего особо она про нее не думает. Ей вообще все равно. Чего там? Ну ладно. В принципе, относится к ней нейтрально. Ничего плохого сказать она об этом не может. Может, ты уже доготовишь? Майкл, а ты вот это не будешь брать? Давай ты тогда полируй до блеска, раз ты уже там встал. Вот. А Белла продолжит готовить. А ты приберешься. Ну, это и отлично. Сейчас как раз она доготовит и пригласит всех. Вот эти вот выкрутасы. Просто вообще великолепно. Да, Дина, бери тоже порцию, и Майкл тоже бери порцию. Что-то я не могу переставить это блюдо никак. Но, ладно. Вот, смотрите, даже пюрешечка какая красивая. Здорово, они очень классно сели. Может быть, даже их как-то зафотать? Как они так сидят, и Белла напротив. Вот, обсудят дела, обсудят что как. И, кстати, на свадьбу к Диего и к Изи Дина тоже пойдет. Она тоже с ними знакома. Вот. Майкл, скорее всего, не пойдет. Что ему там делать? Он никого не знает, он не может с работы отпроситься. Как бы, девчонки с этими парнями общаются. В принципе, почему бы не заводить новые знакомства? Тем более, что на этой свадьбе будет очень много интересных персонажей. Очень много влиятельных персонажей. Куда ты пошла? На этой свадьбе будет очень много всяких известных персонажей, с которыми было бы неплохо, если бы Дина задружилась, потому что она у нас, как я говорила, работает в социальных сетях, и ей бы вообще как бы не помешало этим всем делом заняться, какие-то новые связи для себя открыть. Поэтому да, что там нужно в социальных сетях? И, по-моему, нужно обновить статус
да? Да, обновить статус. Все там Майкл. Майкл, наверное, пойдет, примет душ и ляжет спать. И Дина потом тоже ляжет спать. Белла немножко посмотрит телевизор и потом будет тоже отправляться спать. В принципе, ужин прошел очень здорово, все чисто. Всем понравилась еда, да? Всем же понравилась еда. Кстати, Белла вообще не хочет спать. Вообще не хочет спать. У нее какая-то бессонница, что ли, гражданские права. Давайте посмотрим. Смотреть канал. Гражданские права. Что там будет? Что? Какой-то холостяк. Ну, типа как... Помните, на MTV была такая передача? Но здесь что-то как-то не про это. Какие гражданские права? Что-то я не уверена, что ты то смотришь, что ты хотела. Ну, ладно. Ну и, кстати, что по поводу зависимости Беллы. Ее зависимость от алкоголя. Она не считает, что это зависимость. Она считает, что все хорошо. Правда, кстати, ну, у Дины с Майклом негде тут выпивать, поэтому она как бы в принципе норм. Ей особо не хочется. Но она сейчас в довольно спокойной обстановке, предоставлена сама себе, и у нее вокруг особо нет никакого стресса. Она сильно старается ни о чем не думать. Да, конечно, терапия вытаскивает из нее все вот эти моменты, ей приходится их переживать, но, в принципе, чувствует она себя неплохо, и вот в такой обстановке ей не хочется выпить. Да, может быть, она иногда об этом думает, но, в принципе, справляется нормально. Что, вот у нас наступил день свадьбы, да, ёперный театр. Вот у нас наступил день свадьбы, гости уже потихонечку собираются, что-то Белли кто-то рассказывает. Здесь у нас куча всяких разных людей, всяких богатых и знаменитых личностей. Давайте подождем, пока тут включится свет. О, вот, отлично. Так, пусть влюбленные целуются. Давайте немножко повыполняем. О, они как раз сели, смотрите, вдвоем. Давайте немножко друг с другом поцелуемся, поцеловать. Вот, и немножко потом пообщаемся, посмотрим, что у нас тут по гостям. Гости все красивые, все знаменитые. Мика Оха, Кайла, по-моему, ее зовут, Пенни Пизас. Ой, забываю, как тебя зовут. Винесса, это подружка Диего. О боже, как мило. Надо было. Ну ладно. Уже скрины не будем делать тогда. Так, и я предлагаю, знаете что, давайте пока что выпьем для группы. Закажем напиток. Давайте закажем что-нибудь такое. А где-то был купидон какой-то там или что-то такое. Мятный свеж. Давайте Ричпорт. Денег-то у нас дофига. А ты для своей группы тоже закажи напиток. Я думаю, что... А тут вообще огненное море есть, какая-то лотта-калата. Боже. Ну, видать, у этого бармена больше квалификация. Ну, мы закажем все то же самое. Давайте угостим гостей. Вот, тут у нас и Британи Чо, Джонни Зест в своем образе. Джонни, кстати, тут... Что такое? Флиртовать с Британи? Ты серьезно? Джонни просто тут... я не знаю. Он словил тревогу на Кайлу Флеминг и словил тревогу на Мика Оха. Как бы... Здравствуйте! Династия Зест. Угу. Все практически как по канону. Я ничего не делала, так вот получилось. Так, что тут у нас? Гости со всеми общаются. Я надеюсь, вам всем весело, всем здорово. Так что это как бы общайтесь. Тут Фэнги пришли. Как вот эту звезду зовут? В общем, это Юдит. Юдит преобразилась, просто ее не узнать. Вот, ну, собственно, такое вот у нас место здесь, местечко. Тут сверху для лета все такое, но у нас сейчас как бы зима, поэтому наверх никто не ходит. Как бы холодно,
холодно. Вот, но зато тут можно видеть бассейн, но Sims отображает его так себе. Как вот. Я думаю, что Джонни может потравить всякие шутки как раз. Потому что он сегодня еще будет выступать. Я надеюсь, нам времени для всего хватит. Давайте все выпьем. Немножко повеселимся, пообщаемся. И будем вступать в брак уже наконец-то, потому что... Что случилось? Что такая тишина? Ждать напитка. Все, там уже сейчас все прибухнут, все здорово. Может быть, кто-нибудь скажет тост? Белла, давай скажи тост. Вот, провозгласи тост, скажи. Я так рада, что мои любимые друзья. И все у вас будет здорово, все зашибись. А что-то Мика не решила не пить. Да, вот так вот замечательно я со всеми тут с вами познакомилась. Кстати, Дина, моя дорогая, давай-ка... Так, с Джонни мы уже знакомы. Давай-ка знакомься со всякими ребятами, потому что это... Потому что это все знаменитые ребята. Так, попроси автограф просто. Вот. И тебе, раз уж ты в социальных сетях работаешь, еще и села за 30 километров от всего этого дела, так как ты в соцсетях работаешь, тебе очень желательно всех их знать. И со всеми познакомиться, со всякими, знаете, так скажем, сливками. О боже, Мика, ты в порядке? Я надеюсь, твое супердорогое красивое платье не порвалось? Не порвалось? Все норм. Да, просто это... Уже поддала немножко. Так, все, сейчас мы все выпьем и будем приглашать всех смотреть церемонию. Давайте, наверное, уже этим и займемся. Вступить в брак с Изи. И все остальные уже подтянутся и будут... А что случилось? А, так вы уже все накидались. Ну, как бы свадьба без выпивки. Не свадьба. Как раз сейчас все возьмут напитки, все немножко уже... Угу. Ты что, издеваешься надо мной? Вы что, все хотите блевать? Не надо, ребята, свадьба только началась. Что, издеваетесь? Что, блядь, происходит, ребята? Вы напугались? Все отлично, все счастливые, всем нравится, все здорово, все отлично. Кошка у меня копает горшок там. Великолепно, лучше просто... О боже. Да, блядь, сколько можно? Боже. Давайте скорее. А то сейчас гости разойдутся. Какой-то ужас какой-то. Я думала, знаете, что это будет какая-нибудь лухарная свадьба, такая милая. Все такое... Да. Ксюша. Все такое будет, знаете, рафинированное и великолепное. Но все набухались, и никто не смотрит церемонию. Вы... Что там? Происходит что-нибудь наконец? Великолепно. Взять первый ломтик. Узнать, что происходит. А что происходит? Ты кто такая? Не знаю, кто это. Так, давайте теперь Изи. Разрежь свадебный торт, пожалуйста. Давай разрежь свадебный торт, а потом у нас будут у всех тут танцы. В принципе, времени еще много у нас. Вот, все веселятся. Офигенно. Хоть и они, конечно, пошутили. Ну как пошутили? Вы видели, что происходило возле алтаря? Это был какой-то трэш. Но я думаю, что, блин, пара, которая друг друга давно знает и любит друг друга, они могут и поприкалываться, и поугарать. Даже в такой момент. Хотя мне казалось, что у этих двух персонажей они бы хотели, чтобы было все максимально идеально. Просто прям идеально. Вот. Я думаю, что пора Джонни.
Ну он восходящая звезда, поэтому, в принципе, он довольно популярный. Блин, мне кажется, все слишком сильно напились. Нужно было какой-нибудь легенький аперитив. Ну ладно, что, боже. Можем себе позволить. Да. Кто-нибудь еще будет смотреть выступление? Я чё? Зря всех позвала. Каждый на своей волне, но в принципе, почему нет? Пускай так и будет. О, кстати, с этим чуваком еще вроде как никто не познакомился. Так, а Белла познакомилась с этим Британи, она знала. Вот с Кайлой. Попробуй представиться ей. С Пенни Пизас. Так, вы уже, кажется, знакомы. Фэнги, все понятно. Вот давайте с этой барышней попробуем представиться. Здесь, наверное, ничего не получится. Давайте попробуем сфотаться с ней. Так, кто у нас тут еще? Что-то кого-то не хватает. Ну ладно, что-то как-то... Выступление смотрит очень мало, и как бы ладно. Ничего страшного, я думаю, что пора, пришло время танцев, нужно будет потанцевать. В принципе, свадьба проходит неплохо, я считаю. Наверное, завязывай со своими анекдотами, потому что все накидались, всем пора веселиться. Давайте Джонни выступит, и все будут смотреть выступление. Было бы еще здорово, если бы вы еще все потанцевали. Это что, вас тут развлекает? Вот, великолепно. Ну, Джонни, конечно, стоило бы выходить на вокал, но, в принципе, мне очень нравится его образ, как очень здорово. Все, великолепно. Диджей что-то у нас, конечно, запаздывает, но тем не менее я смотрю, что в принципе все веселятся и все выглядит очень даже здорово. Ну и, собственно, вот так вот у нас прошла свадьба, довольно весело, было неплохо. И да, наверное, на этом я буду заканчивать эту серию. Встретимся с вами в следующих сериях Готов. Я напомню, если не считать эту серию, до конца до конца первого сезона осталось 3 серии. И да, я не буду с вами прощаться, но вы не выключайте это видео, потому что дальше вас ждет катсцена. И да, всем до скорой встречи и всем чао! Sharky Crown. Off the block.